Вчерашний вечер войдет в историю. Войдет как курьез, примерно когда угандийский диктатор Иди Амин объявил войну США, а на следующий день назвал себя в этой войне победителем. Теперь вот южнокорейский президент Юн Сок Йоль попытался с ровного места получить диктаторскую власть, разогнать оппозицию и ввести в стране военное положение. Если бы он регулярно слушал нашу рубрику «Совет диктатору», то никогда бы так не поступил. Потому что так не делается. Диктатором вообще лучше не становиться, это первый совет, кстати. Но если уж собрался, не так же. Давайте сегодня посмотрим, что там произошло. Должность президента Южной Кореи в целом такая же счастливая, как в России должность главы города, если не хуже. Нынешний президент Южной Кореи 13-й по счету. Из 12 его предшественников 1948 года один был свергнут в результате стихийной революции, один убит собственным охранником, 4 посидели в тюрьме, еще один покончил с собой. Если хотите бесплатный совет, то по возможности ни в коем случае не становитесь президентом Южной Кореи. На благополучие и среднюю ожидаемую продолжительность жизни это решение влияет хуже, чем курение, алкоголизм и недосып вместе взятые. Корея не единственная страна, где любят сажать президентов. Но прям вот так, чтобы почти никто не ушел безнаказанным, такое мало где есть. То, что случилось вчера, днем по европейскому и уже ночью по корейскому времени, можно назвать «саечка на испуг». Первые заголовки выглядели так, будто вот-вот начнется война на Корейском полуострове. Но мы прочитали новости дальше первого абзаца, и оказалось, что Северная Корея тут даже рядом не проходила, что происходящее просто какой-то отчаянный жест президента в попытках сохранить власть. Причем отчаянный до комичности. Буквально вся задумка была в том, чтобы парализовать работу парламента и тем самым предотвратить импичмент нескольких ключевых министров и голосование по бюджету. Причем парализовать все предполагалось физически, введением в Сеул бронетехники и взятием на себя диктаторских полномочий. Случилось нечто среднее между октябрем 93-го, когда Ельцин разрешил конфликт с Верховным Советом танками, и июнем 23-го, когда Евгений Пригожин в рамках 24 часов покатался на танках по бескрайним российским просторам. Как сказал бы комик Денис Чужой, не прямо узурпация власти, а так, попытка захвата, еда, вода, немного бытовой техники. Человек, который в первые пару часов казался королем ситуации, армия повиновалась, парламент парализован, протестующих бьют, по улицам танки катаются, спустя всего несколько часов оказался в полном одиночестве. Парламент смог собраться и отменить военное положение. Армия ушла с улиц, а министры отказались подчиняться. Мы не будем делать вид, что глубоко погружены в корейскую очень специфическую политику. Но со стороны выглядит все изрядно комично, конечно. Президент изрыгает наполненные нелепицей угрозы в стиле северного соседа. Дескать, мои политические оппоненты – коммунистические лазутчики, которые пытаются свергнуть нашу либеральную демократию. И чтобы это дело пресечь, их всех нужно уничтожить. А пока, граждане, потерпите немного диктатуры. Мы тут спасаем либеральную демократию. Во имя спасения либеральной демократии разом запретить любую политическую деятельность, функционирование парламента, а все партии и СМИ подчинить государству. Это, конечно, сильно. Это буквально выпивать за трезвость. На что вот этот видный мужчина рассчитывал, бог весть, непонятно. В таком деле не каждый укорененный десятилетиями автократ-то преуспеет, чтобы вот так вот одним решением отменить все институты и забрать власть себе. А он просто президент. Не с такими уж и полномочиями и с оппозиционным себе парламентом. Чтобы выкидывать подобные фортели и всерьез рассчитывать на успех, нужен полноценный заговор, в котором будут участвовать большая часть государственного аппарата и как минимум военные. Чтобы такое получилось, у каждого из тех, кого ты решил скрутить в бараний рог, под окнами должно стоять по черному воронку, откуда немедленно выскочат чекисты и арестуют парламентариев еще до того, как ты успел договорить по телевизору. Нужно уже фактически обладать всей полнотой власти, чтобы такое провернуть. Чтобы средства массовой информации вот так вот по щелчку пальцев стали подчиняться военному положению. Чтобы так вышло, такие СМИ должны быть под полным контролем и так. Нельзя просто захотеть стать диктатором, так же, как нельзя просто захотеть стать профессиональным боксером. И то, и другое требует долгой работы. Чтобы из избранного президента стать диктатором, нужно годами подтачивать и разрушать институты. Нужно постепенно, так, чтобы никто особенно не заметил, заменять законодательство, обеспечивая себе все больше власти.
Нужно все ключевые государственные структуры инфильтрировать зависимыми от себя людьми. Нужно подмять под себя крупнейшие финансово-промышленные группы. Недостаточно своих людей рассадить на министерские должности. Нужно, чтобы в каждом министерстве, в каждом Samsung и LG вся вертикаль, вплоть до начальников отделов и цехов, была обсажена людьми, которым в случае твоего поражения грозит секир-башка. Ну или, по крайней мере, уголовное дело. Чтобы машина государства ради тебя пошла на риск государственного переворота, в котором можно и проиграть, а проигравшие в таких делах живут недолго и несчастливо. Так вот, чтобы все пошли на такой риск, в системе уже должна быть железная круговая порука. Там должно быть так. Нет Юн Сок Йоля, нет Кореи. А ты тут сидишь без года неделю, 2,5 года, и уже полез в диктаторы. Да разве так делается? Вряд ли он действительно решил туда полезть. Все-таки это звучит уж слишком безумно при таких исходных данных. Но это не так на самом деле важно. Важно то, что он решил применить диктаторский инструментарий, который у него просто не отрос. Президент одним телевизионным обращением навлек на свою голову все страдания мира. И, видимо, сейчас получит по этой голове сначала импичментом, а следом, уже по традиции корейской, уголовным делом и длительным тюремным сроком. На примере этого несчастного интересно будет порассуждать о том, можно ли в принципе в подобном преуспеть. Прям вот сломать развитую демократию. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и быстро продолжим. По последней оценке The Bell, Россию за последние 3 года покинули и не вернулись почти 670 тысяч человек. Это на 150 тысяч больше, чем оценка The Bell в конце 2022 года. Люди продолжают уезжать. Кто-то сделал это резко и теперь ищет более комфортные варианты. Кто-то долго планирует отъезд, чтобы без спешки устроиться на новом месте. Но у всех есть общая проблема. Правила и требования разных стран постоянно меняются. И без юристов в таких изменениях ориентироваться очень сложно. Поэтому лучше обратиться к специалистам, например, к адвокатам компании «Мигратор» с опытом работы от 15 лет. «Мигратор» поможет вам выбрать подходящую страну, и если у вас нет шансов на получение визы, прям так вам и скажут, без ложных обещаний. Адвокаты «Мигратора» все имеют лицензию, работают легально и помогают предпринимателям, специалистам, инвесторам и талантливым людям переехать в страну мечты. В США, Канаду, Аргентину, Францию, Германию, Польшу, Болгарию, Кипр и во многие другие страны. В договоре «Мигратор» гарантирует результат. Если вам не одобрят петицию на визу, компания вернет деньги в полном объеме. Но такой вариант маловероятен. Успешных кейсов у «Мигратора» 95%. Стоимость услуг компании от $4000. Вы можете записаться на бесплатную консультацию, чтобы оценить свои шансы на переезд в выбранную вами страну. Многие обычно недооценивают себя и свои заслуги, так что стоит попробовать. Или специалист поможет, исходя из ваших пожеланий, подобрать страну, соответствующую вашим возможностям. Оставляйте заявку на консультацию на сайте по ссылке в описании и переезжайте с комфортом. Продолжим. Нет вопросов, что молодые демократии, где институты еще не успели окрепнуть, грохнуть можно в 2 счета. Мы это наблюдали на примере нашей страны. С развитой демократией это сделать сложно. Не потому, что там какие-то специальные люди живут с отдельной тягой к свободе, а потому что в развитой демократии уже успели возникнуть игроки, заинтересованные в конкуренции. Есть куча людей и групп интересов, которые заинтересованы в правлении, у которых есть ресурс прийти к власти сейчас или в будущем, и им эту перспективу не заменишь никакой морковкой от потенциального автократа. Это очень мощная система защиты, когда не только оппозиция, но твои собственные министры и депутаты твоей же партии не готовы всецело верить свою жизнь твоей воле. У них с твоей отставкой жизнь не закончится, у них есть будущее. Развитая демократия с понятной системой сменяемости власти формирует круг тех, кто знает, что когда-то эту власть он получит. Так люди и институты вынуждены думать о будущем. И это базовое свойство демократии позволяет ей себя защищать. Только в системе, где есть понятная схема сменяемости власти, политические акторы могут себе позволить думать о будущем. Ведь со смертью лидера система не развалится. Именно будущее, осязаемое и понятное будущее, защищает в демократии настоящее. Именно поэтому ее так непросто сломать, какие бы страхи по этому поводу не циркулировали сейчас в западном мире на фоне электоральных успехов радикалов и популистов. Демократия умеет себя защищать самой своей архитектурой. Рано ее хоронить. Она нас всех переживет.
Когда начались драматические события в Сеуле, российские журналисты обратились за комментариями к профессору Андрею Ланькову, что было ожидаемо. Это самый известный в нашей стране кореевед. В интервью газете «Ру» Ланьков без политесов заявил, что президент Юн рехнулся, а в разговоре с Russia Today произнес фразу, которая не раз звучала на этом канале, правда, по поводу другого политика. Президент, видимо, забыл, в каком тысячелетии живет. Республика Корея, в отличие от своего президента, живет в 21 веке. Это одно из передовых государств на планете. Полмира ездит на их машинах. Даже самые убежденные пешеходы точно слышали названия Daewoo Nexia, Hyundai Solaris и Kia Rio. В России Kia Rio одно время была таким же атрибутом благополучного среднего класса, как Ford Focus. Возможно, прямо сейчас ваши вещи вертятся в стиральной машине LG, а вы смотрите это видео на смартфоне Samsung. Ими сейчас пользуется примерно 1 миллиард человек. Глядя на такие успешные государства, легко впасть в иллюзию, будто там проживают и идут во власть какие-то особенные люди. А у нас, мол, народ не тот, и вообще, дескать, он заслуживает своих правителей. Конечно, мол, ничего мы не добьемся, пока не призовем каких-нибудь новых вариантов. В действительности же человеческая природа одинакова везде. Во всех государствах есть одна и та же проблема. С одной стороны, делегировать политикам достаточно полномочий, чтобы они могли эффективно управлять государством. С другой стороны, их полномочия нужно ограничивать, чтобы они не устраивали в стране произвол. Все политические системы западного образца – это попытка выстроить идеальный баланс между одним и другим. С помощью конкуренции, принципа разделения властей, свободы СМИ и, главное, вовлеченности граждан в политику. Идеал, он на то и идеал, что недостижим. Нигде в мире не достигнут идеальный баланс. Людям во власти свойственно хотеть еще больше власти и как можно меньше ответственности. Они вечно находят способ качнуть баланс в свою сторону. Это не зависит от их гражданства, национальности или вероисповедания. Поэтому важнейшее свойство грамотно выстроенной политической системы – это ее способность после всякой такой попытки возвращаться обратно к равновесию. То, что в течение суток происходило в Корее, было стресс-тестом для корейского государства. Вот прям как по учебнику. Глава исполнительной власти рехнулся. Такое бывает, потому что он живой человек. При поддержке подчиненных ему силовиков президент попытался превысить свои полномочия. Сопроводил все это риторикой защиты Отечества от иностранных недоброжелателей. Ну, классика. Но другая ветвь власти, законодательная, сумела ситуацию нормализовать при поддержке неравнодушных граждан, которые, хоть и осознают опасность от северного соседа, Северной Кореи, отнюдь не согласны принимать северокорейскую угрозу как универсальное оправдание для всякого чиновничьего произвола. В политической системе Южной Кореи, безусловно, есть какие-то фундаментальные проблемы. Все-таки ненормальная ситуация, когда почти каждый следующий президент страны вместо пенсии идет в тюрьму. Где-то нарушен баланс. По идее, отработавшие свою каденцию президенты должны составлять пантеон уважаемых бывших глав государства, а не список уголовников. Тем не менее, когда институты гражданского общества выстроены и устойчивы, чехарда во властных верхах спокойно себе соседствует со стабильным развитием государства в целом, с инвестициями и инновациями. Ведь даже очень плохой президент при действующих институтах не может подменить собой закон. Каждый чиновник в Южной Корее знает, что президенты меняются, причем меняются регулярно, и новая власть обязательно спросит: а как ты себя вел при власти предыдущей? Чиновнику выгоднее всего вести себя по закону, что и создает ту самую стабильность в целом, которая позволяет гражданам строить планы на годы вперед, привлекать внутренние и внешние инвестиции, строить производство с длительным сроком окупаемости и богатеть. Демократия умеет себя защищать самой своей архитектурой. Рано ее хранить, как мы уже и говорили. А вообще хорошо бы устроить ее и у нас, в России. До завтра.